Киев в огне, Москва продолжает миротворческие обстрелы, дети под завалами. Шойгу машет ядерной дубиной, а Трамп винит во всем Зеленского. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Скандал в Белом доме. Маск и министр финансов сцепились за власть. Мат, крики, чуть не дошло до драки. Кровавая бойня в Кашмире, 26 расстрелянных. Индия грозит Пакистану, в воздухе запахло войной. США и Китай грызутся за экономику, в ход идут угрозы и обвинения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Ночь ужаса. Россия обрушила на Украину один из самых жестоких ударов за всю войну. Киев в огне, десятки раненых, люди ищут родных под завалами. Этой ночью россияне нанесли комбинированный удар. По Украине одновременно прилетели крылатые ракеты, баллистика и дроны камикадзе. Атака шла волнами по всей стране. Самый страшный удар пришелся по столице. Под завалами целые семьи, среди погибших 2 детей. Их тела нашли рядом, это брат и сестра. Все случилось посреди ночи, когда город спал. Официально подтверждено, 9 человек погибли, пострадавших более сотни. Не исключено, что счет погибших вырастет, под завалами могут еще находиться люди. Це будинки побудови початку 50-х років, здебільшого, але і більш нові. І ще раз хочу повторити, що це густонаселений район. Ми пройшли кожну квартиру спочатку вночі, з 3 до 5 ранку. Потім ми ще раз пройшли кожну квартиру вже зранку, коли вже було достатньо світло. І можемо з певністю сказати, що в квартирах поранених або загиблих на даний момент ми не бачимо. Чому сказати точно, що під завалами з великою долею вірогідності ще знаходяться, на жаль, тела загиблых. Это был не просто ракетный налет, это был удар по-живому. Воздушные силы Украины пишут о том, что Россия запустила 215 ракет различного типа и дронов. ПВО сбило 112 вражеских воздушных целей. Ударили также по Харькову, Житомиру, Павлограду, везде раненые. В Харькове разрушены склады и жилые постройки, в Павлограде разлет обломков на сотни метров. Трамп говорит, Зеленский мешает миру. Администрация президента США предложила Украине сделку, которая максимально выгодна Москве. По данным Financial Times, Вашингтон готов признать суверенитет России над Крымом и исключить вступление Украины в НАТО. Взамен прекращение войны. Но такой мир устраивает только Кремль. Зеленский жестко отверг предложение. Он заявил, Украина не признает оккупацию ни одного региона, захваченного Россией с 2014 года. Ответ Трампа не заставил долго ждать. Он раскритиковал Зеленского, назвал его позицию вредной и подстрекательской и заявил, он может получить мир или сражаться еще 3 года, пока не потеряет всю страну. Если я смогу решить эту проблему благодаря определенным способностям, это будет замечательно. А если этого не произойдет, я скажу, что, по-моему, Россия готова. Многие люди говорили, что Россия хочет пойти на все. И они, я думаю, договорятся с Россией. Нам нужно договориться с Зеленским, и я надеялся, что Зеленский... Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока это оказалось сложнее, но это ничего, все в порядке. Но я думаю, мы сможем договориться с обоими. Объяснения появились и с российской стороны. Модель поведения от «Сарматушки полетят на Вашингтон» сменилась на «Не обижайте Трампа». Спикер неизменная Мария Захарова. Помимо тысяч артобстрелов, укронацисты использовали 90 дронов, обстреляли ракетами из американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс» Курскую область. Как будто специально Зеленский подставляет в том числе и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников. То есть это Зеленский все наломал Трампу, когда россияне не выполнили условия перемирия, которые сами же и объявили. Министр финансов США обрушился на Китай и Всемирный банк. Экспортный допинг Пекина вреден миру, а зеленые проекты – это суета. Скотт Бессент резко высказался о Китае и глобальных экономических институтах. По его словам, экономика КНР сидит на нестабильной экспортной игле, и такая модель вредит не только Китаю, но и всему миру.
Как я уже говорил ранее, здесь есть возможность заключить крупную сделку, поскольку США стремятся изменить баланс в сторону увеличения объемов производства, что будет означать уменьшение потребления. Если Китай серьезно настроен на уменьшение зависимости от роста производства, основанного на экспорте, и на изменение баланса в сторону внутренней экономики. Пекин остро ответил Вашингтону: хватит угроз, Китай не станет молчать. После заявлений Трампа и министра финансов о возможной большой сделке и снижении пошлин, МИД КНР дал Вашингтону холодный душ. Наши двери открыты, если США хотят говорить. Если переговорное решение — это действительно то, чего хотят США, им следует прекратить угрожать и шантажировать Китай и стремиться к диалогу, основанному на равенстве, уважении и взаимной выгоде. Этот жесткий месседж прозвучал после слов Трампа о возможном снижении пошлин со 145%, но не до нуля. США пытаются продавить компромисс, оставаясь в позиции силы. Пекин отвечает: либо вы договариваетесь по-взрослому, либо не договариваетесь вообще. И это явно не тот оптимистичный сценарий, на который рассчитывали в Белом доме. Маты и крики в Госдепе. Министр финансов США попал в еще один скандал. Такого накала в овальном кабинете не было давно. По данным Axios, Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент устроили открытую перепалку прямо перед Дональдом Трампом и другими чиновниками. В ход пошли крики, оскорбления и откровенный мат. Именно поэтому нам трудно будет цитировать то, что там происходило. Издание Axios цитирует свои источники. 2 миллиардера среднего возраста, которые решили, что находятся на ринге, а не в правительстве. Это была настоящая сцена. Это было громко. Дальше в ход пошли маты. Министр послал главу Dodge на 3 буквы. Тот попросил повторить еще раз. Настолько все было на грани, что, по информации источников, перепалка дошла до того, что между ними встал помощник, просто чтобы не дошло до рукоприкладства. Ссору услышала даже премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая в тот момент находилась в Белом доме на встрече с Трампом. Причина конфликта – борьба за контроль над налоговой службой США. Трамп назначил временным главой Гэри Шепли, человека, которого продвигает Маск. Бессент хотел видеть на этой должности своего заместителя Майкла Фолкендера и был в бешенстве, что Маск якобы обошел его, пролоббировав свое решение. Кровь на траве. В туристическом центре Кашмира боевики расстреляли 26 человек, еще 17 ранены. Мы уже говорили с вами об этом в предыдущих выпусках, но шокирующие подробности появились буквально сегодня утром. Среди погибших 25 граждан Индии, 1 гражданин Непала. Это самая масштабная атака на мирных жителей в Индии с 2008 года, и она разрушила относительное спокойствие в регионе, где в последние годы рос туризм и затихли повстанческие настроения. Ответственность взяла на себя группа «Кашмирское сопротивление». В заявлении они пожаловались на демографические изменения из-за заселения региона десятками тысяч так называемых чужаков. Индия сразу указала на Пакистан. Полиция заявила: стрелки — граждане соседней страны. Индийский премьер-министр говорит, что ответ обязательно будет. Мы будем преследовать их до края земли. Дух Индии никогда не будет сломлен терроризмом. Терроризм не останется безнаказанным. Это было не просто нападение на безоружных туристов. Враги этой страны имели наглость покуситься на душу Индии. Между тем, в Нью-Дели прошли протесты у пакистанского посольства, а Индия приостановила 60-летний водный договор с Пакистаном, который фактически может означать конец перемирия между странами, и закрыла последний открытый пограничный пункт. Но в Пакистане обвиняют Индию, наоборот. Сепаратистские лидеры утверждают, нападение — это провокация. И даже нашли здесь американский след. Вице-президент США находится с визитом в Индии. Мы понимаем, что этот инцидент — хорошо продуманный план. Это заговор с целью опорочить свободное движение Кашмира. Мы решительно осуждаем его. Наряду с этим мы призываем международное сообщество, особенно ООН, расследовать этот инцидент на международном уровне, чтобы настоящие виновные и все факты стали известны. Индия и Пакистан — ядерные государства, то есть у них на вооружении есть ядерное оружие. В случае конфликта они могут теоретически его применить. Улицы требуют ответа, а регион снова трясет. Следующий шаг может стать роковым.
Москва снова угрожает ядерным оружием, Шойгу пугает Запад ударом за агрессию. Вашингтон отвечает жестко. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу вдруг забрал текст у Медведева: «Россия оставляет за собой право нанести ядерный удар, даже в ответ на обычную агрессию, в том числе против Беларуси», говорит он. Осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Шойгу ссылается на обновленную ядерную доктрину. Там четко указано, если кто-либо нападет на Россию или ее союзника, в первую очередь Беларусь, даже не ядерным оружием, Кремль может нажать на кнопку. Шойгу заявил, что Москва внимательно следит за военными приготовлениями стран Европы и считает ядерное сдерживание инструментом давления не только на те страны, которые имеют свое ядерное оружие, но и на тех, кто просто предоставляет территории для агрессии. То есть, если у НАТО базы в Польше или Румынии, Москва считает их мишенями. Это прямое предупреждение. Эти заявления прозвучали на фоне давления из Вашингтона. Президент США и его вице-президент заявляли, если в ближайшее время не будет реального прогресса в переговорах по Украине, США могут выйти из игры и отказаться от дальнейших попыток урегулирования. На этом фоне еще тревожнее звучит статистика. По данным опроса Левада-центра, уже 39% россиян, по крайней мере в ноябре 2024 года, поддержали бы применение ядерного оружия против Украины. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.